Всем привет, я Саша Демин, и это канал «Что реально», ваш мотиватор для путешествий по Украине. Знаете, я тут подумал, что за 3 года не снял ни одного выпуска про Киев, хотя живу в столице уже последние 5 лет и очень люблю этот город. Так что это видео я посвящу ему. Но я не буду водить вас ни по Хрещатику, ни по Узвозу. Мы с вами сегодня проедем на каяке с самой южной точки города до самой северной, по Днепру. И я покажу вам все самые крутые места, которые попадутся мне по пути. В общем, такой себе топ классных мест на Днепре в городе Киев. Я начал свой маршрут в районе Конча-Заспы, в красивейшем месте на берегу Днепра. Вот сейчас я нахожусь на границе Киева и Киевской области, на самом юге. Многие считают, что юг Киева это, я не знаю, Поздняки, Китаево, Голосеево, но на самом деле самый юг это как раз вот эти вот плавни, где я нахожусь. И главная причина, почему я люблю Киев, потому что мы сейчас пройдем практически через весь город. И это будут очень живописные, красивые природные места. Я считаю, что в этом плане Киев просто супер. Наверное, самая главная природная достопримечательность в Киеве на Днепре – это его плавни и дикие острова. Сложно поверить, что такие природные зоны относятся к территории Киева, и что в каких-то 10 километрах отсюда находится деловой центр с высотками и бизнес-центрами. Добраться сюда можно исключительно на лодке. Эти места отрезаны водами Днепра, которые и сохранили их в первобытном виде. Все острова Киева – часть ландшафтного парка Днепровские острова. Это невероятно, но на них обитают краснокнижные животные и птицы. Например, на острове Казачий, который справа от меня на этих кадрах, живут лоси, косули, дикие свиньи, лисицы, еноты. И я повторюсь, это территория Киева. Вот я обычно показываю красивые места, которые находятся там, я не знаю, в 500-600 километрах от места, где я живу. И вот тут я открываю красивейшие, потрясающие места в буквально нескольких километрах от моего дома. И я о них не знал. Единственное, что выдавало Киев, это количество людей на Днепре. В выходные тут кроме рыбаков полно яхтсменов, каякеров и дайверов, так что если хотите уединения, приезжайте в эти места в будни. Ну что, я тут пройду по высоте. Проходим. Неплохо. Интересно, сюда вот эти экскурсоводы водят туристов? Что-то, мне кажется, нет. Ну что вообще за херня? Обещал тут вам по Днепру, по широченной реке. Ага. Вон где опять плаваю. Свинья везде болото найдет. Что за... Ну что, мне налево, направо, налево, и мы приехали. И, ребята, я нашел это место. Итак, позвольте познакомить вас с объектом, который на картах обозначен как сталинское метро. На самом деле это не метро. Это должен был быть подземный переход под Днепром. Там должны были проходить железнодорожные пути для каких-то военных целей. Итак, сейчас я вам еще расскажу про него, но для начала надо найти в него вход. Это оказалось непросто. Уровень воды упал, поэтому мне пришлось метров 10 тащить лодку по земле, пока я не добрался до входа в тоннель.
Конечно, масштабы этого места впечатляют, как и осознание того, сколько денег сюда вбухали впустую. Тоннели начали строить еще в 30-е, но началась Вторая мировая и все наломало. Ну а после нее на них не было уже денег, так что тоннели забросили. Сейчас это очередной памятник советскому милитаризму, ну и популярный туристический объект. Вы можете его посетить в рамках экскурсии Industrial сплав по Днепру, а я решил исследовать самостоятельно. В общем, там темно, мрачное эхо и, скажу честно, очень стрёмно. С каждым метром потолок опускается, отчего уровень клаустрофобии растет. Поговаривают о том, что здесь, в конце вот этого туннеля, где-то под водой находится бронепоезд, а еще часть старого советского вооружения. Какие-то бомжи нашли ящик с парабеллумами старыми, и потом, в общем, их поймали СБУшники, и когда начали спрашивать, где они вообще это все достали, оказалось, что они достали это здесь. Не знаю, насколько это правдивая история. Так, а вот это что это вообще за дичь дикая? Какая же крепота! Вы посмотрите, это как портрет чьей-то семьи. Человек, который это сделал, ты чокнутый. Я чуть не обосрался, когда увидел это. Но это правда, посмотри, какой это мрачняк. Блин, ребята, очень страшно. Я не уверен, что я хочу вообще увидеть конец этого туннеля. Особенно после этого портрета. Это было несколько буквально метров, наверное, 4 высота потолка. А теперь уже вот буквально я могу, смотрите, рукой дотянуться. Я дальше уже не пойду, просто потому что у меня сзади камера. Вода, которая постепенно соединяется с потолком. Вот так вот заканчивается этот туннель. Чтобы попасть в русло Днепра, мне нужно было возвращаться. Это значит делать крюк и тратить время. Поэтому я решил схитрить и протащить лодку по земле к руслу реки Конник. Мне повезло, что к тоннелю подъехали велосипедисты, которые помогли мне донести каяк до воды. Оказалось, что до Конника было не меньше 200 метров. Кстати, Конник не полноценная река, это один из рукавов Днепра, который заканчивается дамбой. Так что, проплыв его, мне пришлось снова перетаскивать каяк уже одному, чтобы наконец-то попасть в Днепр. Но как только я вошел в основное его русло, я столкнулся с главным препятствием в моем путешествии. К обеду поднялся сильный ветер, который стал гнать высокую волну. В спокойную погоду все это было бы делать намного легче. Сейчас же, увы, мне приходится сражаться с волнами. Но я надеюсь, меня люди, если что, спасут. Тут сегодня много лодок. Выходной день все-таки. Ох ты, ё! Да что же это сегодня такое-то за ветер? Что же мне везет-то так, а? Как утопленнику. Тем не менее, я решил не сдаваться. К тому же впереди я увидел следующий объект, который был в моем списке крутых мест. Тут посреди Днепра стоит вот такая вот херня. Это девиационная башня, благодаря которой корабли калибруют свой компас. Как они это делают, точно я не знаю, но говорят, что можно увидеть вот здесь вот большие корабли, которые кружат вокруг вот этой вот штуки. Блин, я хочу сюда залезть, но у меня есть проблема, я не знаю, как, чем мне пришвартовать свою лодку. Если оно плывет, это будет, капец. То есть мне либо флаг придется догонять, либо, я не знаю, вызывать спасателей, потому что я останусь здесь, на этой башне. Я, как филолог, не смогу внятно объяснить принцип работы девиационной башни. Если вы не пропускали уроки физики, то загуглите про магнитную девиацию. Здесь очень много костей, которые приносят чайки, и отличный вид на южную часть киевской застройки. Внутри башни находится специальное оборудование, которое сравнивает координаты компаса корабля со своими. Калибрует все это дело специальный человек по профессии девиатор, который и выдает судну что-то вроде справки о том, что компас откалиброван. Без нее корабль не имеет права выходить в плавание.
Волны были такие сильные, что у берега, к которому я решил причалить, я чуть было не утонул. У меня были, конечно, разные байдарочные приключения, но вот это жестко. Вот это мрачно жестко. Это должна была быть обычная экскурсионная поездка. Этот выпуск не испытание. Почему это происходит со мной? Вытащив лодку, я решил пешком идти к своей следующей точке. На Google карте она обозначена как корабль «Адмирал Ржевский». Иногда подписана как музей, но не обольщайтесь, на деле это разобранный корабль, рядом с которым стоят остатки баржи. По ним можно свободно лазить и даже понять, как выглядел каждый из этих кораблей. Мне пришлось неплохо поработать веслами, борясь с волнами и ветром, чтобы, не отставая от своего графика, добраться до места, знакомого всем киевлянам – Южного моста. Вообще, мосты Киева – особая туристическая фишка. Их интересно изучать с реки. Они гигантские и величественные, у каждого из них своя особая история. Но Южный, наверное, самый впечатляющий. Высота его пилона 135 метров, и это делает его самым высоким действующим мостом в Украине. Его длина над Днепром 1300 метров, плюс примерно столько же длина эстакады на правом берегу. На нем 6 полос для автомобилей и 2 колеи зеленой ветки метро. И это общеизвестный факт. А вот то, что внутри него есть еще один тоннель, мало кто знает. Сейчас туда можно попасть на экскурсию, но я не из тех, кто ходит за гидом, поэтому решил проникнуть туда самостоятельно. Итак, внутри Южного моста проходят коммуникации, теплотрассы, водопровод и разные кабели. А еще там можно увидеть механизмы, которые учитывают расширение и сужение гигантских конструкций моста во время перепада температур. То есть, когда размер конструкции увеличивается, эти колесики перемещаются, компенсируя размер. Когда пробираешься по темному тоннелю, в полной мере осознаешь реальные размеры моста. А вот это вот часть тех натяжных тросов, которые держат мост. Вот, собственно, я так понял, концы этих тросов здесь закреплены, и они тянутся аж до самой верхотуры. Вот они. Следующий мост на моем пути — Дарницкий, который параллельно идет с мостом Кирпы, или, как его еще называют, Новый Дарницкий. Многие считают, что это один и тот же мост, но это не так. Дарницкий железнодорожный мост был построен в 50-е, а мост Кирпы запустили каких-то 10 лет назад. Часть Дарницкого моста и моста Кирпы проходят через остров, который я тоже решил немного исследовать. О, я выхожу, и отсюда уже видна, наверное, самая живописная часть Киева. Целая стая бакланов черных. Кстати, редкая птица. Пожалуйста, посреди Киева. Вот они, красавцы. Охотят, походу, рыбку. Что, вы засрали уже это дерево ваше любимое? Походу, любимое их дерево. Очень токсичный помет. И вот там, где они обычно сидят и гадят, обычно деревья погибают. Следующий на моем пути мост Патона, но мне интересен не он, а достопримечательность, которая находится рядом. Эта скульптура называется «Редкая птица». Если вы помните знаменитые строки Гоголя о том, что редкая птица долетит до середины Днепра, а на этом памятнике уютно отдыхают уточки. Не редкие птицы, но, как видите, они до середины Днепра добрались. И более того, они устроили здесь себе такой вот отдых. Оп, оп, оп. Своеобразный у меня способ парковки, конечно. Ну да ладно. Надеюсь, это не сочтут за хулиганство. Собственно, обычная патрульная полиция меня вряд ли достанет. Но, между прочим, в Киеве сейчас действует полиция на водных мотоциклах. Я встречал такую, когда катался на лодке. Вот если они меня увидят, возможно, они меня поругают.
Редкая птица появилась в этом месте 7 лет назад. Стоит она не на природной скале, а на старой опоре Новодницкого моста, который когда-то находился на месте моста Патона. Дальше мой маршрут шел через самую популярную среди каякеров часть Киева – гидропарк. О нем я расскажу вскользь, ибо это туристическая попса. Гидропарк состоит, по сути, из двух островов – Долобецкого и Венецианского. Но я бы отнес к нему еще и юг Труханова, на котором расположено еще одно секретное местечко. Вот это Долобецкий остров, это Венецианский остров, а вот это юг Труханового острова. Кстати, вот там вот, если вы видите вот этот вот пляж, который сейчас мы подплывем к нему чуть ближе, там находится самый знаменитый и самый большой нудистский пляж в городе Киеве. То есть вот, как я и говорю, прямо посреди города Киева можно отдохнуть на нудистском пляже. Я, кстати, там один раз бывал, вот даже сейчас там есть люди. Ну, близко я подплывать не буду смущать их камерами, да и я думаю, YouTube не одобрит, если я буду снимать голых людей. Но можете поверить мне на слово. Труханов слишком известный, чтобы о нем долго говорить, но вот рядом с ним находится место, куда туристы и каякеры заходят редко – Киевская гавань. Когда-то тут были плавни легендарной реки Почайной, существующие сейчас только в рассказах. Историки утверждают, что 1000 лет назад в этом месте была пристань, считавшаяся одной из самых важных на торговом пути из Варяг в Греки. Не буду вдаваться в историю, просто скажу, что суда тут швартуются до сих пор. То есть, по сути, это самая старая гавань в нашей стране. Сейчас тут идет глобальная стройка. В этом месте Подольско-Воскресенский мостовой переход соединится с Подолом. Обещают, что уже в этом году все будет готово. И в Киеве появится плюс одна переправа через Днепр. Вот рядом с перевернутым буем можно увидеть спасательную шлюпку. Она ярко-оранжевого цвета, специально, чтобы ее можно было где-то видеть далеко, когда корабль потерпел крушение. И она, видите, современные шлюпки, они полностью закрытые. Я слышал, что здесь находится кладбище кораблей, которое отрезано от суши закрытой охраняемой территорией. Но на лодке сюда можно попасть без проблем. Жаль, что времени у меня уже не было, поэтому я быстро осмотрел место разгрузки грузовых судов, покружил вокруг парочки интересных посудин и, заметив на берегу охрану, решил свалить. Но вообще место прикольное, так что если любите корабли, рекомендую. Берите каяк и вперед. Ну и последняя точка на моем маршруте находится практически рядом с Северным мостом. Это небольшая гавань, где стоят пожарные корабли. Да, ребят, прикиньте, на воде тоже могут быть пожары. И на этот случай в Киеве есть несколько специальных катеров, оборудованных бронзбойтами. И опять-таки, находится он на охраняемой территории, но если вы на лодке, то вас ничто не остановит. Проехав Северный мост, я рванул границы Киева и Киевской области, но тут у меня случилось ЧП. Сели последние батареи и пауэрбанки, так что заснять это место на лодке у меня не вышло. Но я приехал туда через несколько дней на велосипеде, чтобы все-таки записать концовку этого видео. Очень жаль, что сюда не вошло еще несколько локаций, которые я хотел показать. У меня просто не хватило времени. Но вы напишите обязательно в комментариях, какие места на Днепре в Киеве нравятся вам. Ну и в любом случае ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Мы встретимся через неделю. Пока!